Привет, друзья! Сегодня мы отправимся в одно из самых загадочных мест на нашей планете – Антарктиду. Этот ледяной континент, покрытый толщей льда в несколько километров, уже давно будоражит умы не только ученых, но и тех, кто верит в теории заговора, древние цивилизации и даже внеземные технологии. Официально Антарктида – это территория науки, место, где страны мира сотрудничают ради изучения климата, геологии и экосистем. Но что, если за этим фасадом скрывается нечто большее? Древние карты, секретные экспедиции, странные структуры на спутниковых снимках и рассказы очевидцев – все это заставляет задуматься. А что на самом деле происходит на этом замерзшем континенте? Давайте разберемся, отделяя факты от мифов, и попробуем понять, почему Антарктида так притягивает внимание. Погнали! Начнем с того, что Антарктида – это уникальное место. Это единственный континент, который не принадлежит ни одной стране. Согласно договору об Антарктике, подписанному в 1959 году, он используется исключительно в мирных целях, в первую очередь для научных исследований. Сегодня здесь работают десятки станций, принадлежащих разным странам, включая Россию, Соединенные Штаты, Китай, Австралию и другие. Ученые изучают все – от изменения климата до древних окаменелостей, которые сохранились подо льдом. Но вот что интересно. Несмотря на этот договор, Антарктида окружена ореолом таинственности. Почему? Возможно, потому что это одно из самых труднодоступных мест на Земле. Чтобы попасть туда, нужно преодолеть суровые погодные условия, штормовые моря и бюрократические барьеры. А может, дело в том, что подо льдом, который покрывает 98% континента, скрывается нечто, чего мы пока не понимаем. Одна из самых интригующих тем, связанных с Антарктидой, это гипотеза о древних цивилизациях. Многие слышали про Атлантиду, мифическую цивилизацию, описанную Платоном. По одной из теорий, Антарктида могла быть ее домом. Звучит фантастично, но давайте копнем глубже. Около 12 тысяч лет назад, в эпоху последнего ледникового периода, уровень моря был значительно ниже. И некоторые ученые предполагают, что береговые линии континентов могли выглядеть совсем иначе. Антарктида, возможно, была частично свободна ото льда, и там могли существовать поселения. Но главный аргумент сторонников этой теории – карта Пири Рейса. Это документ, созданный в 1513 году османским адмиралом и картографом Пири Рейсом. На карте изображена береговая линия Южной Америки, а внизу – участок, который, как утверждают некоторые, поразительно напоминает Антарктиду. И вот что странно. Антарктида официально была открыта только в 1820 году русскими мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым. Как же карта XVI века могла показать континент, о котором никто не знал? Более того, если верить анализу карты, береговая линия Антарктиды изображена безо льда, что соответствует геологическим данным о том, как этот континент выглядел десятки тысяч лет назад. Но тут возникает вопрос, откуда Пири Рейс взял эту информацию? Он сам писал, что использовал более древние карты, включая, возможно, карты из Александрийской библиотеки. Некоторые исследователи предполагают, что эти карты могли быть наследием еще более древней цивилизации, обладавшей знаниями, которые мы сегодня считаем невозможными. Есть даже гипотеза, что эту информацию могли передать внеземные существа, но об этом чуть позже. Пока же важно отметить, что карта Пири Рейса не единственный подобный артефакт. Карты Артелия и Меркатора, созданные в XVI-XVII веках, тоже содержат странные изображения южных земель, которые подозрительно напоминают Антарктиду. Однако скептики указывают на то, что карта Пири Рейса может быть просто результатом ошибки или интерпретации. Возможно, это не Антарктида, а вытянутая береговая линия Южной Америки. К тому же качество картографии того времени оставляло желать лучшего. Но даже если это так, почему эти карты продолжают вызывать столько споров? Может, дело в том, что мы подсознательно чувствуем: Антарктида скрывает что-то, чего мы еще не знаем. Теперь перейдем к еще одной загадке – спутниковым снимкам и странным структурам, которые находят энтузиасты. В последние годы с развитием технологий вроде Google Earth люди начали замечать на снимках Антарктиды необычные объекты. Это и пирамидальные формы, которые выглядят как рукотворные, и странные линии, напоминающие дороги или взлетно-посадочные полосы. И даже то, что некоторые называют
входами в подземные базы. Один из самых известных случаев – так называемая пирамида в горах Элсуорта, обнаруженная в 2016 году. На снимках видна структура, которая действительно напоминает пирамиду с четкими гранями. Ученые говорят, что это просто естественное геологическое образование, сформированное ветрами и эрозией. Но сторонники теорий заговора уверены – это следы древней цивилизации или даже секретной базы. И тут мы подходим к теме секретных баз и военных экспедиций. Антарктида не раз становилась объектом интереса мировых держав. Один из самых загадочных эпизодов – немецкая экспедиция 1938-1939 годов в район, который они назвали Новый Швабенленд. Официально нацистская Германия отправляла туда корабли, чтобы изучить возможности китобойного промысла. Но есть версия, что это было прикрытие. Некоторые исследователи утверждают, что немцы искали древние артефакты или даже пытались создать секретную базу, возможно, для разработки новых технологий. После Второй мировой войны ходили слухи, что часть нацистских лидеров сбежала в Антарктиду, где у них якобы была подземная база под названием «База 211». Доказательств этому нет, но слухи подпитываются тем, что нацисты действительно проявляли интерес к оккультным знаниям и древним цивилизациям. Еще более интригующей выглядит операция Соединенных Штатов под кодовым названием «High Jump», проведенная в 1946-1947 годах под командованием адмирала Ричарда Бёрда. Это была масштабная экспедиция. 13 кораблей, около 4700 человек, самолеты и даже авианосец. Официально цель операции – исследование Антарктиды и отработка военных действий в условиях крайнего холода. Но масштабы экспедиции вызывают вопросы. Зачем отправлять такую огромную армаду для простого исследования? И почему операция была внезапно свернута раньше срока? По одной из версий, High Jump была связана с попыткой найти и уничтожить предполагаемую нацистскую базу. Но есть и более фантастическая теория. Бёрд и его люди столкнулись с чем-то необычным, возможно, с инопланетными технологиями или даже с самими пришельцами. Существует неподтвержденный рассказ, приписываемый Бёрду, в котором он якобы описывал встречу с летающими объектами, которые превосходили американские самолеты по скорости и маневренности. Он также упоминал некие подземные города и высокоразвитую цивилизацию, которая обитает подо льдом. Правда, эти рассказы исходят из неподтвержденных источников, и официально Бёрд никогда не говорил ничего подобного. Но сама идея о том, что в Антарктиде могла быть база, защищенная передовыми технологиями, продолжает будоражить умы. Теперь давайте поговорим о рассказах очевидцев и информаторов. В последние десятилетия появилось множество людей, утверждающих, что они видели в Антарктиде нечто невероятное. Это и летающие объекты, которые появляются из-подо льда, и странные энергетические системы, и даже целые подземные города. Один из самых известных информаторов – человек под псевдонимом Спартан Один, бывший военный, который якобы участвовал в секретных миссиях в Антарктиде. По его словам, подо льдом находятся огромные сооружения, построенные не людьми, а некой внеземной цивилизацией. Он описывал гигантские залы, заполненные технологиями, которые выглядят как нечто из научно-фантастического фильма. Другой информатор, известный как Кори Гуд, утверждает, что Антарктида – это центр так называемой секретной космической программы. По его словам, там расположены базы, где земные элиты сотрудничают с инопланетянами, разрабатывая технологии для межзвездных перелетов. Конечно, такие рассказы звучат как сценарий для Голливуда, и никаких убедительных доказательств они не предоставляют. Но интересно то, что эти истории находят отклик у тысяч людей по всему миру. Почему? Возможно, потому что Антарктида – это идеальное место для подобных тайн. Она изолирована, труднодоступна, и даже спутниковые снимки не дают полной картины того, что происходит подо льдом. Так что же мы имеем в итоге? С одной стороны, Антарктида – это научный полигон, где ученые делают важные открытия, которые помогают нам понять историю нашей планеты и ее будущее. С другой стороны, это место, которое порождает бесконечные теории заговора, от древних цивилизаций до инопланетных баз. Где правда, а где вымысел? Лично я склоняюсь к тому, что многие из этих историй – это плод человеческой фантазии, подпитываемой недостатком информации. Антарктида настолько загадочна, что мы невольно начинаем заполнять пробелы своими домыслами.
Но в то же время я не могу отрицать, что некоторые факты, вроде карты Пири Рейса или странных структур на снимках, заставляют задуматься. Может быть, правда где-то посередине? Возможно, Антарктида действительно хранит следы древних культур, которые мы еще не готовы понять. Или, может, это просто суровый континент, который манит нас своей недоступностью, как космос манит нас своей бесконечностью. В любом случае, Антарктида останется одной из величайших загадок нашей планеты, и я уверен, что впереди нас ждет еще немало открытий, научных или, кто знает, сенсационных. А что вы думаете? Верите ли вы, что Антарктида скрывает древние тайны или инопланетные технологии? Или это все просто мифы? Напишите в комментариях, давайте обсудим. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы еще вернемся к этой теме, ведь Антарктида – это неисчерпаемый источник загадок. До новых встреч, друзья!